Всем привет! Это Света. Посмотрите, какая погодка. Класс! В такую погодку мы летим в Россию, в Москву. Впервые за 4 года. После ковида, после всех ограничений. Наконец-то я уговорила Женю слетать в Москву. И вот так нас провожает Корея. Если что, это не я Джуну даю чемодан, это он сам всегда его хочет везти. А я налегке. Я всегда перед отлетами сплю чудовищно мало. Вот сейчас тоже легла в 3:30 где-то. Спала 2 часа. Передохни. Спала 2 часа и уже вставать. Но я, потому что я все собираю, потому что нужно мне знать, где что лежит. И я всегда ответственна за то, что мы берем. Поэтому сборы у меня занимают очень много времени. И поэтому я ложусь поздно всегда. Это Инчонский аэропорт к Новому году как красиво украсили. Летим мы через Китай, через Пекин. И это полная капзда, если честно. Наш самолет из Инчона летели China Southern, задержали на 2 часа. А у нас на пересадку было времени 1 час 40 минут. То есть мы вылетели уже с опозданием. Но слава богу, что в самолете у нас таких было 36 человек. И ради нас задержали вылет самолета из Пекина до Москвы. О, как! Привет! Перемещаюсь в момент монтажа, потому что, как всегда, забыла что-то откомментировать. Зареклась хотя бы в эту поездку поподробнее освещать все в реальном времени, но в одной руке у меня Джун, в другой руке какие-то вещи, паспорта, поэтому часто не успевала следить за ходом своих мыслей. Так вот, в Китае меня обшмонали до такой степени, что забрали мой любимый Powerbank. Китайцы придрались к тому, что на нем не было маркировки фирмы-производителя, поэтому мой совет тем, кто летит через Китай, не брать с собой девайсы, на которых нет лейбла, иначе попрощайтесь. А вылет самолета на Москву из-за нас, 36 человек, в итоге был задержан на 3 часа. Поэтому на подлете к Москве вместо обещанных 5 часов вечера... Сейчас 7 вечера. Никогда не думала, что от иллюминации ночной может быть так светло, как днем. Бабушка. Здравствуйте. Господи, какой. Дедушка. Мы в этот раз летели на Новый год впервые, а 4 года назад мы летали на Рождество. В Корее я живу уже 8 лет, и только после переезда сюда я поняла всю ценность Нового года для себя, насколько этот день важнее даже моего дня рождения, потому что атмосфера, вот этот период приготовлений, отмечаний, последующих долгих выходных, все это проведенное время с семьей просто невозможно воссоздать в Корее. И поначалу я несколько лет специально не ложилась до 6 утра, чтобы встретить Новый год под бой курантов по московскому времени, потому что хоть и временных зон в России много, но онлайн телевизор работает только по Москве. Но потом я устала. Короче, Новый год — это священное для меня время. Заходи. Бабулечка. И вот он, здравствуй. Проходи. Ну, здравствуй. Давай, пойдем. Пойдем. Здравствуй, дорогой. Жень, там становись на газеты на эти, да. Хорошо. Привет, бабулик. Здравствуй, дорогая. Здравствуй, здравствуй. 손 씻고 와. 손. Руки мыть. Ну, не реветь, не реветь. Ну, ладно. О, попрыгунчик. О, кузнечик, а? Мама, на туалета. Как это нет туалета? Пойдем в туалет. Пойдем в туалет. Пойдем. Прилетели мы 30 декабря уже вот вечером. 31 с утра мы
Поехали в центр Москвы погулять и пошопиться. 준이 러시아 오니까 어때? Каждый год в честь праздника на Красной площади открывают ярмарку с катком. Дважды мне удалось уже на ней побывать, и дважды это было неудачно, потому что в первый раз было, по-моему, слишком поздно тогда, на Рождество. На этот раз Джун после самолета захотела есть, поэтому пришлось срочно ретироваться в ресторан. Ну и затем последовал шопинг с ребенком на руках. Кто проходил, тот знает. Ну и самое важное. И смотри, как красиво на А теперь Посмотри. на елку игрушки бросать. Что он сказал? Это еще что такое? Смотри, какая игрушка. Это что, ракушка, что ли? А, это фейерверки. Это фейерверки, да. На улице-то? Да. Да. Пошли применение. Давай попробуем одну вот эту. Что телевизор? Телевизор вон. Вот так. Ой, Джунька, молодец, Так. прокрался. А теперь под самую елку. разбирай их. Ух ты, какой ужик. Давай, вылезай. Разбирай и Давай, вылезай Вешай. сюда. Вылезай сюда, вот щекотно. так. Вылезай. О, ничего не задели с тобой, а. Я вот сюда не могу залезть. И вот сюда, где Я иду посерединке сюда, всё. сюда, сюда, сюда. На, тяни, куда дотянешь, туда дотянешь. Мама, тяни сюда. Молодец. А с хлебушком? С черненьким. Смотри, хлебушек какой у нас есть. Запрошую. Подарочник, а? Спасибо. За прошедший год. Ой, ладно. Чтоб не болеть, Да. не болеть и не стареть. Все нормально. Ну, давайте. Хочется, чтобы здоровье нам сопутствовало и удачи. Понимание, взаимопонимание. Да. Еще добавь, везет тому, кто везет. Да. Чтобы мои правнуки все хороши были, и росли, и не болели. Всех с Новым годом! Уху! Мы прилетели в +4. И можете представить мой шок от увиденного черного снега. Но через 2 ночи, как раз на 1 января, жахнуло -10. И вот тут-то мы покайфовали.
Как хорошо. Так. Ой. Поездки домой всегда дают мне возможность покопаться в себе. И, честно говоря, в этот раз я боялась увидеть другую Россию, боялась, что почувствую себя здесь полностью туристкой, потому что за столько лет уже пропустила все нововведения, а о каких-то новинках я узнаю вот только через интернет. Но по прибытию я поняла, что мои адаптивные способности так неплохо прокачаны. Вот, теперь съем. Ну вот, открылась. Кстати, я максимально отдохнула в лингвистическом плане, потому что, так как я и работаю с языками, и учу их, за день использую порядка 4 разных, в совокупности в голове у меня их 6. Так вот, дома я осознала, какой это кайф. Не думать, на каком языке я в данный момент говорю, и не контролировать поток речи. Да, с Джуном мы общаемся по-русски, но для меня это постоянный Сама и Джуна контроль. Как я использую язык в разговоре с ним, какие ошибки он совершает, постоянно исправлять его, следить, анализировать. У меня постоянно мозг в тонусе, как натянутая струна. Но это работа. И, в общем-то, помимо логопеда, я одна ответственна за русский язык, которым овладевает Джун. А дома в среде этот груз ушел. Здесь нефть перевозит, да, Джуник? 1 января Женя улетел в Корею по работе. Надо. А так как с Джуном у нас каникулы, он ходит в детский сад, а я работаю в детском саду, то мы решили остаться на подольше. В общей сложности мы были в России неделю. На 3 часа задержали вылет. Нифига. 뭐하냐 여기서? Спросил 빨리 меня. 와 실시간. Чего? 엄마 나 놀고 있어? 할머니랑 шашки 하고 있어. Один ход только. Так, Ставь дамку. ставлю дамку. Ну да. Так. Бабушка Лена сказала, что вы деловые. Сказала, что вы деловые. Я у тебя сейчас, ты вот пошла, ты зря так пошла. 1, 2, 3. Ну и все, нечего. Всё. Как только Женя улетел, на следующую ночь жахнуло до минус 26. И мы поехали на дачу, о чем будет следующее видео. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео. Пока-пока.